Всем добрый день, дорогие подписчики! Как ваше настроение, как ваши дела? Что делать, если прошло некоторое время после операции, то есть 1 неделя, 1,5 недели, и вам больно, и вы не можете нормально делать упражнения, не можете сгибать колено? В частности, буквально вчера я прочитала очередной комментарий у себя на канале, что у пациента была операция, прошла примерно 2 неделя, но очень больно согнуть колено, колено сгибается очень-очень мало. Что делать в таком случае? Поэтому слушаем, делаем выводы для тех, кому интересно. В начале этого ролика первое, что я бы хотела сказать, это если после операции вам больно, если вам больно делать упражнения, тем более, принимайте, пожалуйста, свои лекарства. Наверняка, я уверена, что 100% после операции, тем более такой большой операции, как протезирование колена, либо артроскопия колена, вам обязательно врач должен прописать лекарства. Поэтому принимайте, пожалуйста, свои лекарства так, как вам их прописал ваш врач. Основная рекомендация по поводу лекарств, которая существует у нас, это пациент принимает лекарства всегда 30 минут до выполнения своих упражнений. У нас в Канаде прописывают 2 типа лекарств. Первое лекарство – это опиоидные лекарства, такие как морфин. И второй тип лекарств – это у нас это простой Тиленол, это ацетаминофен 500 мг. Принимает его пациент 2 таблетки каждые 6 часов. И я вам скажу, что не все принимают опиоидные, а то вы сейчас подумаете: ой, да классно, опиоидные, они там все принимают их и, конечно же, без проблем делают упражнения. Я вам скажу, что нет, потому что опиоидные, к сожалению, дают много побочных эффектов, и примерно только 40-50% пациентов наших их принимают. 1 из 2 отказывается от приема опиоидных в последующие несколько дней-неделю и остаются на простых обезболивающих, то есть тот же ацетаминофен у нас, 500 мг, 2 таблетки каждые 6 часов. Но я вам скажу, что, по крайней мере, мои пациенты, и я на этом всегда заостряю внимание, и я всегда это повторяю при каждом визите, чтобы они принимали лекарства именно каждые 6 часов, не перескакивая через прием лекарств, даже если у них ничего не болит или болит минимально. Вот если я читаю такой комментарий иногда у себя на канале, да, вам там сделали операцию, вам больно сгибать, у вас прошел там месяц-полтора, я вам отвечаю, первое это: а вы принимаете свои обезболивающие лекарства? Если в этот момент вы мне отвечаете нет, мне не важно, какая причина идет дальше, то есть там какие-то у вас свои убеждения, у вас болит желудок, я не понимаю, почему нет. Потому что, возможно, вы не хотите хорошо принимать лекарства, чтобы, не знаю, по какой-то причине, да, чтобы, возможно, вы считаете, что не очень хорошо для вашего организма и так далее, да, то есть что нужно перетерпеть боль. Но вы поймите, что в этом случае, если вы не принимаете лекарства, если вы не делаете все, чтобы реабилитироваться нормально в первые недели, то, скорее всего, вы все равно вернетесь к этому моменту приема лекарств, но уже через несколько месяцев, через 6-7 месяцев, когда боль все равно не будет проходить, когда у нас она потихонечку начинает переходить там хроническую, может быть, боль в некоторых случаях, вы все равно возвращаетесь к тому факту, что вам нужно принимать лекарства и все равно нужно что-то делать, как-то разрабатывать ваше колено. Второй момент, как можно снизить боль, это прикладывание льда. Опять же, здесь я уже перестала спорить какое-то количество месяцев назад по поводу прикладывания льда после операции. Стоит или не стоит прикладывать. Я вам просто говорю, как есть. В Северной Америке, в Канаде, в Европе лед прикладывают всегда после операции на колено.
на бедро, на голеностоп. При любой операции скелетно-мышечной системы прикладывание льда – это первая и основная рекомендация, не первая, а вторая. Вторая рекомендация, которая у нас написана жирным шрифтом на всех программах, которые получает пациент в первые дни после своей операции. Основная рекомендация – это прикладывание льда через влажное полотенце каждые 2 часа по мере необходимости. То есть вы чувствуете, если вам не нужно прикладывать лед, если вы в состоянии делать все, что от вас хотят, и вы не прикладываете при этом лед, окей, хорошо. Но если нет, то это каждые 2 часа, включая прикладывание льда ночью, для того, чтобы снизить боль и чтобы, опять же, быть в состоянии сделать все упражнения, которые от вас просят. Поэтому вторая рекомендация – это прикладывание льда с целью снижения боли и с целью снижения воспаления дополнительного, которое вы никак этого не избежите, если вы делаете упражнения. То есть при выполнении упражнений вы каждый раз травмируете свой сустав. И чтобы снизить последующее дополнительное воспаление, вам все равно нужно прикладывать лед. И также здесь, в этом же ролике, я бы хотела добавить, у меня также много комментариев. Я понимаю, что присоединяются новые люди, новые подписчики, но я считаю, что много комментариев по поводу отекания, которое мешает сгибать колено. Опять же, речь идет первые 2-3 недели, и тем более мне не нравится, когда там прошло уже несколько месяцев, и человек мне пишет, что, допустим, сложно согнуть колено, потому что колено отекшее. Вы знаете, не считайте отекание чем-то нормальным после операции. Отек, он, да, конечно, безоговорочно, он возникает после оперирования, да, потому что, естественно, повреждение там мягких тканей, да, у вас там сделали вам операцию, все это, да, отекание может быть, но это не что-то нормальное, которое нужно ждать, чтобы прошло естественным образом само по себе. С первых дней мы начинаем делать все, чтобы снизить наше отекание, потому что отек в первую очередь он мешает, конечно же, разрабатывать сустав, и во вторую очередь сам отек сам по себе он сдавливает наши нервные окончания, и он дополнительно создает дополнительную боль. Поэтому основные рекомендации все по поводу снижения отека, в первую очередь, это нога на возвышении и самомассаж, мы начинаем делать уже с первых дней. И также, пожалуйста, не забывайте о том, что отек сам по себе в длительном периоде, несколько месяцев и плюс, он может вызвать контрактуру колена. То есть это когда застоявшийся отек, он делает так, что у вас меняется структура в мягких тканях и появляется больше контрактурных волокон. Опять же, по этой причине мы делаем все, чтобы снизить отек в первые недели, месяцы после операции. Я надеюсь, я вас немного сориентировала по поводу того, как снизить боль в первые недели после операции, чтобы нормально делать свои упражнения. Но если все равно у вас остались вопросы, либо вы хотели бы поделиться своим опытом, это всегда приветствуется. Пишите, пожалуйста, под данным роликом. Желаю вам хорошего, отличного настроения. Всем до следующих роликов. Всем пока!